Если в курятнике перегрев или переохлаждение, птица перестает нестись. А если вы забыли включить вентиляцию, это прямые убытки. Я расскажу, как один небольшой щит полностью автоматизирует курятник и снимает с вас постоянный контроль. Вы на канале Smart Electric. Меня зовут Сархан. Я занимаюсь автоматизацией и сборкой электрических щитов в Азербайджане. И это один из самых интересных компактных проектов, которые я делал. Давайте честно, современный курятник – это не просто корм и вода. Что реально происходит? Перегрев, переохлаждение, повышенная влажность, плохая вентиляция, недостаточное освещение, и все это требует ежедневного контроля. Ручное управление – это ошибки, потеря времени, снижение продуктивности птицы. Поэтому я решил автоматизировать это. Это щит автоматической системы управления для курятника. Компактный, аккуратный, но при этом полностью закрывает задачи микроклимата. Он сам думает, сам включает, сам выключает, а вы только задаете параметры. На лицевой панели все максимально просто. Индикатор питания, аварийная сигнализация, кнопка подтверждения, управление обогревом, вентиляцией и освещением. Также присутствует дисплей для отображения времени, температуры и влажности. В совокупности система управляет вентиляцией, обогревом, освещением, влажностью, работает в авторежиме, ведет учет электроэнергии. Все процессы работают по заданным уставкам, без вашего постоянного участия. В мобильном приложении я задаю параметры. Для отопления верхний предел, нижний предел. Сохраняем. Для охлаждения верхний предел, нижний предел, сохраняем. То же самое делаем для влажности. Верхний предел, нижний предел, сохраняем. Дальше настроим интервалы работы вентилятора в режиме проветривания. Вентиляция. Заходим в циклический режим. Значит, у нас 12 часов ночи и снова 11:59 ночи, то есть 24 часа. Каждый день недели. Интервал включения 30 минут. Подтверждаем. Интервал выключения 1,5 часа. Подтверждаем. Сохранить. И теперь время включения освещения. Light. Вот расписание. Включение у нас в 6 часов. Каждый день. Подтверждаем. Выключение в 10 часов вечера. Каждый день. Подтверждаем. Все параметры можно изменить в любой момент со смартфона. В будущем можно добавить автоматическую дверцу для кур. Система уже готова к модернизации. Важный момент. Обогрев имеет приоритет над вентиляцией. Если работает нагреватель, вентилятор блокируется. Это защита от переохлаждения в холодное время года. А теперь я покажу,
Как работает сигнализация при повышении температуры? В этой демонстрации я буду нагревать датчик температуры. Показания на дисплее меняться не будут, но их можно отследить в мобильном приложении. В реальной жизни показания дисплея и показания в мобильном приложении одинаковые. Давайте приступим. Как видим, температура растет. После 26 градусов включится вентилятор, а после 30 включится светозвуковая сигнализация. Как видим, вентилятор включился. Продолжаем. Как видим, включилась сигнализация. Кнопкой подтверждения можно отключить звук, но красная лампочка говорит о том, что проблема до сих пор не устранена. Как только параметры вернутся в норму, красный свет погаснет. Подробнее о управлении. Доступно всего два основных режима управления: обогревателем, вентилятором и освещением. У каждого свой отдельный переключатель режима. Рассмотрим на примере обогревателя. Первый режим автоматический. Переключатель в правом положении. Система делает все сама включает, сама выключает в соответствии с показаниями датчика температуры и заданными параметрами. Второй режим ручной. Если перевести переключатель в центральное положение, обогреватель будет оставаться всегда выключенным. А если перевести в левое положение, то мы принудительно включим обогрев. Дополнительно в качестве приятного бонуса система поддерживает управление голосом, пока только на русском и английском языках. Можно, например, спросить, какая температура, какая влажность, или сказать «включи свет», «выключи вентиляцию», и система ответит и исполнит команды. Если вы занимаетесь птицеводством и хотите перестать бегать в курятник каждые 2 часа, автоматизация решает эту проблему. Если вам интересны такие проекты, ставьте лайк, напишите в комментариях, сколько у вас голов птицы и какие задачи вы бы себе автоматизировали. Подписывайтесь, впереди будет еще много интересных проектов. А с вами был Сархан. До скорого!